Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю за то, что вы со мной, за вашу поддержку. Тема сегодняшнего расклада. Ритмы океана. Какой мусор уносит отлив и какое сокровище прибивает к твоим ногам. Расклад будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после вашей сигнификации. И в конце видео будет совет психолога. Надеюсь, будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. Иногда жизнь ощущается как берег после шторма. Что-то уходит вместе с волной. Люди, события, ожидания, которые ты долго держала в руках. И в момент отлива кажется, что ты теряешь больше, чем получаешь. Но наш океан никогда не оставляет берег пустым без причины. Он уносит то, что перестало быть частью твоего пути, даже если ты еще эмоционально за это держишься. И пока ты смотришь на то, что ушло, ты можешь не заметить, что на мокром песке уже появляется что-то новое. Что-то, что не требовало борьбы и удержания. Просто пришло вместе с правильным ритмом твоей жизни. И вопрос здесь не в том, что ты потеряла, а в том, что именно уже приближается к тебе в следующей волне, пока ты все еще смотришь в сторону отлива. Итак, какая девочка пришла на расклад? Ух ты мой, что тут за карты такие? Туча, агрессор какой-то, шут, дуванчик. Ну, давайте будем читать. Смотрите, мне показано на данный момент у вас в вашем поле, в вашем окружении вполне возможно присутствует какой-то человек, который, ну, скажем так, не совсем вам добавляет приятных эмоций, да, агрессор. Может как-то он так проявляться не сдержанно, агрессивно, какие-то замечания колкие делать. Но меня радует то, что вы на это можете реагировать. Тут карта одуванчик, легкость, по карте шут. Понимаете, если вы не можете исключить этого человека из вашего ближайшего круга там, общения, да, а мне такое по этим ощущениям, как будто бы, невозможно пока его на данный момент как будто бы исключить, то вы стараетесь это минимально ущерб себе причинять, то есть не брать близко к сердцу, учитесь, может быть, даже как-то противостоять его, там, у кого-то это какие-то претензии, нападки, у кого-то это вы, этот человек может даже пытаться как-то так вас подкалывать, провокационно себя вести. Мне идет, вы пробуете по одному противостоять ему, по другому, как-то отпор давать. Основное, вы учитесь не реагировать, не принимать это, повторюсь, близко к сердцу, вот эти какие-то его, может быть, замечания, претензии. Легкость, карта одуванчик. Многие уходят в творчество, стараются где-то эту энергию, которую вы тратите на общение с ним, с этим человеком, вы стараетесь где-то восполнить. Может быть, у кого-то при помощи этого же творчества, у кого-то это медитация, у кого-то это прогулки, единение с природой. Может быть, сейчас задумались о чем-то, о каком-то хобби, да, пытаетесь наполнить себя, восполнить эту энергию. И мне карта показана победа, карта сова. Говорят, вы на правильном пути. Вы тут мудрая, вы применяете те знания, которые вы уже получили, и вас ждет победа. В правильной дорогой идете, товарищи. И в принципе характеристика победа, сова, карты такие, говорящие о том, что женщина не бездумно как-то плывет по жизни, а старается вот какие-то знания получать, их применять. Тучи, агрессоры, да.
Вот даже мне не показывают тут тучи и агрессора. Я все-таки хотела ближе узнать, может быть, кто это конкретно. Мне так показано, что это человек для вас довольно-таки близкий. Почему? Потому что вы принимаете, вот опять-таки, все равно это близко к сердцу. Карта вода – это эмоция, и тут разбитое сердце. Но при этом человек может быть реально неправ. Ну, понятно, в своих проявлениях они у него токсичненькие, да, явно он не прав. Но тут и другое. Тут человек, может быть, боится вас потерять, боится потерять контроль над вами. Опять-таки, может быть, кого-то боится человек, что вы его разлюбите. Тут даже такое может быть. Вот тут какие-то карты такие, жадность, иллюзия, разбитое сердце. Может быть, даже переживает человек, даже если это какой-то ваш там избранник, да, супруг, боится, что он вас разочаровал, и вместо того, чтобы там прикладывать какие-то усилия для того, чтобы, ну, не знаю, реализоваться, да, в чем-то себя реализовать, он может тут к вам какие-то претензии предъявлять, придираться, да, вот тут такое может быть даже. Это как своего рода крик о помощи, да, мне плохо, но вместо того, чтобы сказать, он тут может вести себя очень некорректно, да, и вас задевать, и вы думаете, бог ты мой, мне и так хреново, еще и ты добавляешь, ну зачем ты мне проблем добавляешь? Это может быть не обязательно с мужчиной, это может быть с кем-то из родственников, из родных, тут, ну, тут много вариантов, но при этом это человек, который для вас важен, и вы не можете просто так его куда-то послать, да, в эротические дали, нет. Ну, не можете вы его как-то выбросить, исключить из круга своего общения. Ну, такая у меня сейчас сигнификация на вас. Вообще-то женщина очень светлая, добрая, позитивная, вот, и вы весь свой этот позитив стараетесь приумножить, аккумулировать для того, чтобы вот суметь противостоять этому всему. Такая сигнификация ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, какой же мусор уносит отлив и какое сокровище прибивает к твоим ногам? Первое у нас это уходящий отлив. Что уходит из твоей жизни? Люди, ситуации, убеждения, эмоциональные связи. Что уходит из твоей жизни? Прям тут вот так вот мне выскочило, пусть так и будет. Следующее. Дар глубин. Что приходит в твою жизнь? Какой-то ресурс новый, может быть, отношения, шансы, осознание чего-либо. Что приходит в твою жизнь? И последнее, как это будет проявляться? Через какие-то, может быть, события или знаки. Ну, как вы сможете это все заметить в ближайшее время? Подсказочка какая-то. Начинаем. Первое, уходящий отлив. Что уходит из твоей жизни? У меня выскочила карта водоворот. Так. Ох, уходит из вашей жизни карта, смотрите, карта бесы, ведьма, Эрос, тайна, ящик Пандоры, капец. И водоворот страстей. Ну, давайте так. В ближайшее время у вас, скорее всего, в личной жизни, ну, не буду говорить тишь благодать, но, скорее всего, не будет вот этих качелей каких-то. Бесы, тут все ведьма, Эрос, бог ты мой. Если было сексуальное там какое-то притяжение в отношении какого-то мужчины, у кого-то тут зависимость, у кого-то это отношения по карте тайны, ящик Пандоры, трудно реализуемые какие-то отношения, порицаемые социумом. Может быть, вы по поводу этих взаимоотношений много заморачивались или были в какой-то такой ситуации, где плохо и отпустить не можете, и в этом находиться невозможно. И вот этот водоворот вот, вас накрыл. То это все уходит, мои хорошие. Вот уходит вот эта ситуация какая-то, которая тут дошла уже до, не знаю, до предела уже, до абсурда, может, у кого-то. И вы не знали, как с этим справиться, и оно не отпускало, может быть, уже все по полочкам разложили, оно... У кого-то это запретный плод сладок, ящик Пандоры, и тайна еще, да, у кого-то это отношения, о которых вы вообще мало кому рассказывали, ну, опять-таки. У кого-то это
вы могли даже прийти в эзотерику, в психологию. Для чего? Для того, чтобы разобраться. Боже мой, зачем мне этот мужчина был дан небесами? Что это за уроки такие? Почему в моей жизни все так происходит? Почему я то ли не могу быть с ним вместе? Или что мне делать вообще с этим, с этими чувствами? Вот этот вот весь вот ажиотаж, вот это вот все уходит из вашей жизни. У кого-то это, даже если, ну, я не могу это не совместить, но тут карта Эрос, тайна, ящик Пандоры. Ну, Эрос это как-то с мужчиной связано, я так даже подозреваю. При этом тут ревности какие-то могут у вас быть, сравнение себя с кем-то. Это все уходит. У кого-то тут вы перестаете даже смотреть расклады все-таки про мужчин, которые там, ну, про мужчину перестаете смотреть расклады, который сидел в вашей голове, да, 24/7, и покурить никуда не выходил. Так, ладно. А у кого-то, в принципе, это уходит из вашей жизни, вот какие-то тайны, недоговоренности, умалчивания, какие-то провокации, тут вот такое что-то, ну, это отлично, что это уходит из вашей жизни. Так, а что приходит, да, дар глубин, что приходит в твою жизнь? Какой-то ресурс, отношения, шансы, осознание. Ух ты, как интересно. Смотрите, карта безденежья, и тут же идут монеты, что в вашу жизнь приходит. Предчувствие, кровь. О, девочки, о чем это? Что это? Ой, ух ты мой, какие карты. Род, семья, что? Стабильность. Что приходит? Давайте так, меня радует то, что, смотрите, вот приходит тут у вас, с одной стороны, вы можете думать, вот, ну, у меня есть определенный какой-то там заработок, да, откуда может прийти там материальные средства, откуда могут прийти, да, и вы думаете, блин, а мне там нужны деньги на то, и у меня то ли впритык, то ли не хватает, то вот я вас обрадую, тут карта, вы думаете, бог ты мой, тут вот то у меня то на то, а тут бабах, и у вас карта монеты, появляется заработок, появляются откуда-то эти деньги, вот откуда-то они приходят, это радует. Но в то же время я хотела такой нюанс вам сказать. Тут не рассчитывайте, что это будут миллионы, все-таки это монеты, да. Но вам в любом случае это полные ладони этих монет. То есть на насущные какие-то ваши потребности, на закрытие этих ваших потребностей, да, текущих, вот у вас там действительно на что-то вам нужно, вам будет этого хватать. Это приходит, то есть ресурс приходит, да, хотя вы думаете, откуда бы этот ресурс пришел, а он придет. Еще тут вот у вас сейчас что идет из глубин, дар глубин, у вас уже есть какие-то предчувствия по поводу взаимоотношений с кем-то близким, родным, кровная, тут кровь, это все-таки родственники, это может быть там кого папа, мама, дети. Я даже могу сказать, тут может отчасти кого-то и касаться, ну не обязательно это кровно, это может быть ваша вторая половинка, ваш там мужчина, допустим, да, то тут какие-то такие карты, знаете, у кого-то, может быть, тут предстоят вот испытания на прочность, на вашу прочность, да, вы должны будете подставить плечо свое, прийти на помощь этому человеку. Тут может человек и приболеть, тут у кого-то могут быть проблемы со здоровьем именно у этого человека. И вы должны будете его поддержать. В том числе вам говорят, вам нужны будут материальные какие-то средства для этого. Поэтому подумайте, сделайте акцент, у вас должен быть какой-то вот запас этих средств также. Но говорят, вы выйдете из этого победителем. И предупреждение, этот человек может
тут неосознанно даже, для того, чтобы привлечь к себе внимание, удержать ваше внимание, даже для того, чтобы вы показали свою любовь, он может попытаться манипулировать вами. Но мне выходит так, как будто бы вы тут можете и психовать, и отторжение, но при этом это будете скрывать от многих, внутри себя самой это все носить. Но говорят, через это надо пройти вам, потому как этот человек это делает не от того, что он там вредный, а потому что, может быть, из страха там у кого-то одиночество, страх того, что он там никому не нужен, хотя вы можете 1000 раз говорить там своему родственнику там, ну, ты мне нужен, я тебе забочусь, я про тебя не забуду. Но тут какой-то такой момент, говорят, девочки, у вас это период какой-то, я не буду говорить тут испытания, но вы выходите победителем из этого всего. Тут у вас будет стабильность, и по карте сова, мудрость вашу вам придется применять. Просто нужно понимать, что все эти проявления этого человека, они продиктованы не его каким-то там мерзко-пакостным характером, да, а скорее его слабостью, его страхами, его уязвимостью, может быть, потерянностью в этом мире, может быть, опять-таки, человек не готов будет лицом к лицу встретиться с какими-то испытаниями. У кого-то это может быть даже какие-то операции предстоящие, у кого-то это какие-то потрясения в его жизни. Вы тут выходите, ну, я не буду говорить в роли спасателя, нет, ну, тут вот вы выходите в роли человека, который поддержит этого человека, и вам очень важно, да, вот не дать этому человеку впасть тут и какую-то в депрессию, и важно дать ему понять, что он в ответе за собственную жизнь. Вы не будете постоянно для него этим вот палочкой, выручалочкой, да, на время вы готовы подставить свое плечо, но он взрослый, этот человек, и он должен эту опору на себя иметь в себе. Вот тут как-то так. Но это, понятно, не сразу. Со временем. Для чего? Для того, чтобы он пошел дальше своим путем, своей дорогой. Для того, чтобы он больше не пытался даже вот вами манипулировать на будущее. И через эти манипуляции привлекать внимание к себе. Вот так вот даже. Что показали, то показали. Так, вы выходите из этого какого-то состояния победителя. Я спросила, вы выходите из этих каких-то испытаний, состояний, это победителем, вы выходите очень здравомыслящей женщиной, да? Вы выходите женщиной, которая нашла реальные пути для решения поставленных задач. То есть какие-то иллюзии, там, ожидания от ситуации. Это все в сторону отходит. Тут как будто бы вот понимаете, вот я должна делать то, и то приносит пользу. Значит, мы это делаем. И тут как будто бы даже какой-то такой момент этого испытания на вашу зрелость. Угу. Тут, знаете, как будто бы, может быть, и будет возможность в сторону отойти и сказать, это твои проблемы. Нет, тут вы должны поддержать этого человека. Ну, я не говорю, что полностью на себя взвалить это какую-то тут ответственность. Ну, в какой-то момент вы должны вот 100% в эту ситуацию вникнуть. Да? Так, и что это даст? Что это вам даст? Ну, уважение к самой себе, я вам хочу сказать, даст. Стабильность это даст. По карте княгиня тут хороший результат это даст. А в данном случае бумеранг, то отношение, которое вы продемонстрируете к этому человеку, тут по крови еще раз, это кто-то близкий, действительно. Вот то, что вы продемонстрируете, вам старица это окупится. Карта бумеранг в хорошем смысле, тут все это отношение хорошее, оно возвратится вам. Ну, не знаю, я уже пыталась как-то смягчить, вы поняли, потому как думаю, ну, такой дар океана. Вот, наверное, какой-то у вас урок, вот такое испытание. В любом случае, вы поняли, тут безденежье вам не грозит, но при этом вы должны все равно для себя понимать, что у вас должен быть какой-то запас материальных средств, да, НЗ какой-то быть, запас. Так, и последнее,
Как это все будет проявляться, через какие события или знаки ты это заметишь в ближайшее время. Мужчина, письмо, проклятие, затмение, черная кошка. Да, у кого-то тут конкретно через какого-то мужчину придут сообщения, письмо. Может быть, мужчине какому-то, с которым вы там близко контактируете, вот, ваше ближайшее окружение, ему какое-то сообщение, письмо приходит. Ну, давайте так, в контексте того, что я сказала, у кого-то тут, если проблема со здоровьем, допустим, у мужчины, это может быть не обязательно мужчина, любой ваш родственник, ну, вот на примере. Вот пришло сообщение о том, что там проблемы со здоровьем, вот конкретно нужно сделать то-то и то-то. Этот человек может там отодвигать решение этих проблем, думать потом, а вы тут, может быть, должны включиться. Тут карта проклятия, затмение, черная кошка. Может быть, даже для того, чтобы этого, я думаю, этот человек для вас важен, в любом случае, этот близкий какой-то человек. Для того, чтобы, может быть, там, даже обратить его внимание на свое здоровье, может быть, даже усугубить вам на словах ситуацию, может быть, даже где-то заняться, записать его на прием к какому-то там доктору, допустим, да, вам говорю. И, в принципе, это такой подтекст, как будто бы, если это все, знаете, отодвигать или оставлять вот на случай судьбы, как будет, так будет, то дальше тут карта проклятия, затмение, черная кошка. Там дальше, может быть, одно за вторым цепляться. Какой-то, вот тут, допустим, диагноз, который уже всплывает, это может быть только верхушка айсберга. Если вовремя не включиться, то за этим последствует затмение. Это когда со всех сторон, оно вот так вот, знаете, как весь мир наваливается, и весь мир против вас. Трудно уже потом будет этому всему противостоять. Лучше сейчас на каких-то вот начальных этапах включиться в это все. Может быть, уделить свое внимание даже какому-то близкому человеку. Ну, я так привела на примере здоровья. Может быть, это будут финансовые какие-то, да, проблемы у человека. Опять-таки, я вас не призываю там решать за него эти проблемы. Просто максимально помочь ему, может быть, закрыть даже какие-то там текущие моменты. Если, допустим, у человека там долг, да, и он, в принципе, сейчас может как-то его погасить, как-то, то если он сейчас это будет игнорировать, и дальше вот эти вот проценты будут капать, то дальше это может вообще привести к чему-то плачевному. Вот я об этом, о какой-то ситуации, которая вот сейчас вот она всплывет, и можно это пустить на самотек, от этого даже вам можно отстраниться. Но если вы это сделаете, дальше там придется потом разгребать это вообще очень долго, да, и не факт, что успешно из этого можно выйти. А так, если сейчас вы в это включитесь, вы будете победителем, у вас будет уважение к самой себе, да, и осознание того, что я молодец. И с точки зрения психологии, переживания вот этих потерь, которые в нашей жизни у всех случаются, да, часто связаны не только с самим уходом людей или событий, но и с нарушением какой-то привычной нашей эмоциональной структуры. Однако любое завершение цикла, оно одновременно создает пространство для нового опыта. Вот у вас сейчас новый опыт будет, да. И то, что часто воспринимается как утрата, оно нередко является этапом перераспределения ваших внутренних и внешних ресурсов. И по мере вот этой адаптации внимание постепенно смещается с того, что ушло, да, на то, что становится доступным. То есть, может, через какое-то время вы не вспомните про ваши там какие-то у вас выходили любовные приключения, качели, сексуальные зависимости, в принципе, какие-то созависимые отношения. Растворится как туман, да, наступят новые какие-то насущные проблемы, да, и вы, судя по этим всем картам, вы сможете это все преодолеть, девочки. Ключевым становится не удержание прошлого, а способность распознавать новые возможности и позволять им занимать освободившееся место в жизни. Все, мои хорошие, удачи вам, успехов, да, сил побольше набирайтесь. Я думаю, все вы сможете пройти и выйти победителем. Все, удачи вам.
И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.